Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня мы с вами будем делать довольно-таки сложную, но интересную работу. Мы с вами будем убирать анихолизис. Это ручки моей давнишней клиентки, она очень долго ходила ко мне, но поскольку ей далеко ко мне было ездить, она решила сменить мастера. Я не говорю, что этот анихолизис – это ошибка другого мастера, ни в коем случае. Просто я говорю, что этого человека я знаю, и мы с ней будем работать как бы на доверительных отношениях. Итак, что же у нас такое? Мы снимаем материал. В процессе снятия материала у нас обнаруживается отслойка материала в районе кутикулы. Опять же, это не смертельно, убираем отслоечку. Клиентка в этот момент говорит мне, что посмотри, у меня там грибок, не грибок на ногтях. Я вижу, что у нее в отслойке была грязь, поэтому натуральный ноготочек немножечко пожелтевшего вида. Говорю, это не страшно, потому что действительно это пожелтение снимается пилочкой буквально за 2 секунды, потому что это просто грязючка в районе кутикулы. Но вот в районе бокового валика действительно обнаруживается анихолизис. Это не грибок. Это травматический анихолизис. Почему травматический? Потому что здесь нет никакого изменения ногтевой пластины. Ни цвета, ни структуры, ничего. Скорее всего, сюда что-то было загнано, потом туда начала попадать грязь, клиентка начала ее вычищать и расколупала себе вот такой вот карман. Я ее спрашивала, она, конечно же, мне не призналась, но, скорее всего, было именно так. Ну а поскольку карман уже обнаружился, с ним нужно как-то бороться. Мы убираем полностью натуральный ноготочек, зачищаем все, убираем всю грязючку, которая помешала бы нашему ноготку прирастать обратно к ногтевому ложу. Убираем полностью все части ногтя, которые у нас не прилегают к ногтевому ложу. И в этом случае просто сверху запечатаем материалом, сделаем так называемое протезирование. И на этом все. Здесь, в принципе, у нас не такой уж и страшный случай. Самое главное, хорошенечко все вычистить, чтобы новенький ноготочек хорошо прирастал к ногтевому ложу, чтобы ему ничего не мешало. А вот на втором большом пальчике здесь, конечно, все немножечко похуже. Клиентка сказала, что где-то с полгода назад она прибила этот пальчик дверью автомобиля, не успела достать палец, когда закрывала дверь, и у нее получилась травма. И после этой полученной травмы ноготь у нее перестал прирастать. Опять же, такие вещи лучше всего корректировать сразу после полученной травмы. То есть, если бы сразу был убран ноготочек, который травмирован, то уже бы давным-давно обновилась бы ногтевая пластина, все приросло на место и никаких проблем бы не возникало. А так за эти полгода туда попадала вода, туда попадала грязючка, туда могли проникнуть какие-то бактерии. То есть могло развиться все, что угодно. Вот в этом, собственно говоря, и опасность данного процесса. В том, что образовавшийся карман между ногтевым ложем и натуральным ногтем – это прямо-таки рай для всякого рода бактерий, которые могут начать там цвести и пахнуть. Итак, как и в случае с предыдущим большим пальчиком, убираем все то, что не прирастает к ногтевому ложу. Здесь нам это сделать немножечко сложнее, потому что ногтевое ложе в данном случае довольно-таки чувствительное. Там очень много нервных окончаний. Оно приучено к тому, что оно находится под ногтем и никогда никакого воздействия на него не оказывает. Поэтому любое движение в этой области доставляет клиентке дискомфорт. Не болевые ощущения, а
Если клиент испытывает болевые ощущения, значит вы что-то неправильно делаете. Итак, всеми возможными насадками, которые у нас только есть, убираем все, что не прирастает. То есть весь ноготочек, который висит в воздухе, у нас должен быть убран. Самая-самая маленькая вот эта вот белая отслоившаяся часть должна быть выпилена. И плюс к этому ногтевое ложе тоже нужно зачистить, чтобы остались одни только живые клетки. Видите, немножечко на ногтевом ложе такие как белые полосочки, не полосочки, не знаю, как правильно называются эти клетки кожи, но нам нужно зачистить таким образом, чтобы ногтевое ложе было чистенькое. Аккуратненько не доставляем при этом клиентке болевые ощущения. Ориентируемся на ощущения клиента. Если клиент говорит, что ей больно, горячо или еще как-то, останавливаем работу в этом месте. Если мы все правильно сделали, то ноготь начнет прирастать к ногтевому ложу, но в любом случае нужно за этим наблюдать, поэтому в данном случае я не буду использовать цветные материалы для перекрытия ногтя. Далее все как обычно. Отодвигаем кутикулу, убираем птериги. На одном пальчике у нас ногтевого ложа очень-очень мало, никакой длины в данном случае, конечно же, делать нельзя, потому что любая длина на таком коротком ногтевом ложе может вырвать наше ложе окончательно к чертовой бабушке. Наносим праймер, наносим базовый гель и переходим к моделированию. В данном случае моделирование у нас будет называться протезированием, то есть у нас не нужно выкладывать какую-то форму, не нужно выкладывать какую-то там супер длину, моделировать какие-то блики, нам нужно вылечить нашего клиента, поэтому мы восстанавливаем натуральный ноготочек по форме ногтевого ложа, по форме нашего подушечки пальчика. Как я и говорила, для того, чтобы лучше контролировать процесс прирастания, забилась ли туда какая-то грязючка, все ли там проходит хорошо, я делаю это из прозрачного материала. То есть в следующий раз клиентка придет ко мне на коррекцию, которая рекомендована через 2 недели. Кстати, я рекомендовала клиенту явку. Вот через 2 недели клиент должен прийти ко мне, я сниму у нее цветное покрытие и посмотрю, как наши пальчики себя ощущают. Но поскольку я это все для вас снимала, поскольку у меня есть куча фотографий, потому что они были мне нужны для того, чтобы показать вам, конечно же, я это все еще проконтролирую. Если вы даже не снимаете это для кого-то, сфотографируйте для себя, чтобы видеть процесс, видеть, прирастает ли у вас ноготочек или остается на том же уровне. Итак, опиливаем материал, придаем ему форму, длина у нас ровно по подушечку пальчика. Еще раз напоминаю, клиенту рекомендована явка через 2 недели. Поэтому длину, в принципе, мы сделали и не сильно короткую, потому что клиент должен прийти довольно-таки быстро. Но и в то же время совсем коротко не делали, потому что так совсем некрасиво будет смотреться. То есть мы сделали анатомически правильную длину ноготка. Итак, вот такие 2 красавчика у нас получились. В следующем ролике мы сделаем на них дизайн, потому что какие бы проблемы ни были, это все равно не является противопоказанием к дизайну.
Надеюсь, вам сегодня было полезно. Надеюсь, вы оцените этот ролик лайком и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мы же с вами увидимся в следующих роликах и обязательно проследим жизнь этих ноготочков, когда клиентка ко мне вернется. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!